Всем привет! Сегодня будет не такой уж и большой ролик, но все равно я считаю его достаточно интересным. Речь идет о том, почему я считаю Белого Импостера самым лучшим персонажем в моде Friday Night Funkin' vs Imposter. Да, это видео прямое продолжение предыдущего. Если вы его не смотрели, то советую посмотреть. Итак, я буду просто говорить, что мне нравится в нем, его преимущества, недостатки, а также буду сравнивать его с другими персонажами. Определенной системы, как вы поняли, у меня нет. Начнем, пожалуй, с внешнего вида. Белый импостер представляет собой баба, окрашенный в белый цвет, с нимбом над головой. И это гениально, его скин смахивает на ангела, и это может отбить подозрения игроков. А если говорить не про техническую часть, а про визуальную, то его спрайты, конечно, уступают черному, бордовому, розовой, зеленому, только паразиту, и варшифу. Но благодаря своей мимике он превосходит всех остальных амогусов. Харизма. Не самая его сильная сторона, потому что практически у каждого персонажа она присутствует, но все-таки есть и те, у кого она практически отсутствует. Это серый, монотон и черный. Выполнение своей работы. Тут вопросов нет, без всяких разговоров. Убил желтого, скорее всего ГФ за кадром, в общем лучше, чем зеленый, бордовый, красный, это точно. Силы. Это его самая слабая сторона. Белый один из самых слабых персонажей в моде, вроде как он лишь сильнее красного и все. Но его следующий пункт ставит точку в этом, так скажем, разборе. Ум. Белый – самый умный персонаж в моде. Он осознает, что является не самым сильным персонажем, и поэтому предпочитает убивать из-под тишка. Ну и конечно же его связи, делающим его неприкасаемым. Вот у меня к вам вопрос. Будь бы вы самозванцем, знавший, что есть другой, очень сильный самозванец, вы бы хотели объединиться с ним? Я вот да. И Белого тоже устраивает такой расклад. Конечно, это большой риск, работа с черным, ведь никто не знает, что будет, если ему не угодить, но безопасность от других уже обеспечена. Также, если у черного есть приемный сын в лице серого, то значит, что белый также с ним знаком. Ну и его возлюбленный, бордовый, тоже очень сильный самозванец, и такому квартету мало кто будет противостоять. Кто-то может сказать, что розовый ведь самый сильный персонаж и может одолеть черного. Безусловно, вы будете правы, но с этой четверкой навряд ли она справится. Тем более, говорится, что бой между розовой и черным будет очень тяжелым. Так что да, хоть белый не самый сильный, зато он очень умный, харизматичный и красивый. Что ж, как-то маловато получилось, вы так не думаете? Давайте я вам еще расскажу про второго моего любимца в этом моде, а именно Варшифа. Внешний вид хорош, подчеркивает его имя. Харизма также есть, если смотреть, какие крутые спрайты он выдает, ну и предложение в катсцене. Характер серьезного члена экипажа, очень классно смотрится. Голос отличимый, очень красивый, соответствует характеру. Отношения между Джокером подано в виде того, что они напарники, и это хоть какой-то плюс, так как в одиночку работать сложнее. Ну и конечно же, отношение к черному, а именно он считает этого импостера своим заклятым врагом. Что сказать, честно, я бы струсил. Думаю, выводы очевидны. Два моих любимых персонажа, как ни иронично, являются соперниками, и скорее всего очень недооцененными амогусами, у которых очень мало экранного времени. У меня до сих пор в голове не укладывается, как зеленый может быть любимчиком фанатов. Но да ладно, думаю, на этом все. Пишите, какой персонаж мода вам больше всего нравится, и я откладываю сценарий, чтоб с вами поболтать. Что ж, в четвертом видео должно было быть посвящено моду, который я привык называть темной лошадкой, и из-за сокращения бюджета я не могу назвать его имени. Но не оставлять жить вас без видео, верно? Поэтому я решил вот сделать такой маленький шортс, наверное, разбор персонажей. Да, если хотите узнать мое мнение про других персонажей, то вот мой тир-лист. S это значит те, которые хорошо прописаны и так далее. Что еще сказать? Я слегка разочарован тем, что видео про импостеров так мало набрало просмотров. Это какой-то ужас по сравнению с моим первым видео, где я просто мямлил что-то, какой-то бездарный у меня был монтаж и все такое. Набрало так много просмотров. Ну, скорее всего, я знаю, в чем именно причина. Людям просто было интересно узнать, что вообще происходит с FNF, я так думаю. А дальше им стало неинтересно. Ну да ладно, я не обижаюсь.
Ну и до сих пор почему-то первое видео остается в фаворитах, хотя я без понятия, что вообще, почему вам нравится мое первое видео больше, чем второе и уж тем более третье. С третьим я так хорошо постарался, мне оно так понравилось, а в итоге опять первое. Ладно, про это забудем. Ну да, как я уже сказал, просмотров очень мало. Именно у импостеров по сравнению с Марио Мэднесом и у базовой игры. Ладно, надеюсь, это хоть что-то наберет. Насчет голосования, блин, ну да, можете сюда писать, и уже, наверное, через неделю я сделаю итоговое голосование, чтобы мы узнали про мод. И да, очень-очень важное объявление. Я закрываю это голосование. То есть голосование за мод. Я посчитал это очень тупой идеей. Выбирать те моды, у которых под комментариев набралось большее количество лайков, а потом отправлять еще на голосование в записях. Нет, это очень глупо. Я в себе разочарован, если честно. Так, вот эти вот 4 предложенных мода, блин, скорее всего, один только из них я сделаю. Я без понятия. Может быть, 4 сделаю, если успею, конечно, сделать до лета. Ну ладно, посмотрим. Вроде Indie Cross, Corruption, там на данный момент еще неизвестно, но вроде как Дастин уже победил. Как я смотрю, да, сегодня не воскресенье, как вы это уже поняли, и даже не суббота. Ну да ладно, не обижайтесь сильно. Не, вы, конечно, можете предлагать моды, писать мне. Но это уже будет по моему желанию. Если вы, конечно, предложите какой-то офигительный мод, то я, конечно же, безусловно сделаю на него обзор, либо, может быть, оценку. Но не радуйтесь, потому что навряд ли у вас получится меня каким-то предложенным модом удивить. Я уже практически все знаю. Поэтому остается только гадать, какие дальше будут видео. Да, вот так вот. Это видео получилось как просто разговорное. Именно про персонажей так было. Чисто приманить людей и все такое. Что ж, буду двигаться дальше. Я не обижаюсь на то, что импостеры так мало набрали. Но все равно буду стараться. Следующее видео, надеюсь, будет очень классным. Надеюсь.